Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим принципы лечения метрита у коров, который чаще всего встречается в послеотельный период. Наверное, только мастит идет впереди метрита. Иногда часть метрита в стадии может достигать до 90%. Ну, может 90% это скорее всего редкость, но вот 40-50% это очень часто бывает. Хотя и это тоже очень много. Для сравнения наведу такие цифры, что на Западе частота метрита в стадии около 10-12%. Если этот процент не увеличивается, то особо никто тревогу по этому поводу не бьет. А вот если больше, то тогда старается и лечить. И особые усилия направляют на недопущение данного заболевания. Кстати, приведу еще один пример. Он не совсем относится к этой теме, но позволяет сделать определенные выводы, что и почему. Так вот, в медицинской практике процент метритов совсем небольшой, около 1-2% при нормальных родах. У коров большая частота метритов наблюдается там, где есть нарушения в кормлении и есть зоогигиенические нарушения. Поэтому понятно, что если у коровы есть метрит, то его надо лечить. Но одними только медикаментозными методами проблему метрита в стадии не решить. Без устранения кормленческих и зоогигиенических проблем этот процесс у отдельно взятой коровы будет проходить дольше и дороже, а в масштабе стада общий процент заболеваемости метритов снижаться не будет. Об этом надо всегда помнить. Подробно причины возникновения метрита поговорим в одном из наших последующих видео, но это будет потом. А сегодняшняя тема видео — это подходы в лечении метрита. Понятно, что прежде чем лечить метрит у коровы, сначала надо его диагностировать. В первые дни после отела необходимо обязательно проверять температуру тела, лучше 2 раза в день. Лучше это делать рано утром. Особенно важно наблюдать за теми коровами, которые не едят, возможно, есть снижение продуктивности. Если все это есть, значит коров что-то беспокоит. При отсутствии температуры ничего не надо делать. Матка должна сама восстановиться. И если же у коровы температура повышена, то значит ситуация другая и надо действовать уже по-другому. Внутриматочно вводить препараты не рекомендуется. В Европе уже лет 20 как отошли от практики внутриматочных введений препаратов. Доказано, что внутриматочно введенные растворы, особенно растворы, которые применялись с целью санации матки, способствуют еще большему усилению воспалительных процессов, раздражают и снижают процесс фагоцитоза внутри матки. Внутри матки на эндометрии находятся бактерии и нейтрофилы, которые отвечают за фагоцитоз. Так вот, при внутриматочном введении препараты на бактерии не действуют, зато успешно разрушают нейтрофилы и таким образом снижают иммунную активность матки. Если есть воспаление, то надо применять антибиотики не внутриматочно, а системно. То есть вводить их надо или внутримышечно, или внутривенно, в зависимости от того, что написано в инструкции. Иногда допускается и внутриматочное введение антибиотиков, но только не при остром послеродовом метрите. Это связано с тем, что терапевтическая концентрация при внутриматочном введении антибиотика достаточно только в одном слое матки, а в других слоях нет. При метрите же поражаются все слои матки. Увеличение же концентрации с целью подействовать на более глубокие слои матки может вызвать раздражение и даже некроз тканей. Вообще внутриматочное применение антибиотиков при метрите не рекомендуется еще и по той причине, что в матке анаэробная среда, то есть там очень мало кислорода и очень много органических остатков. Поэтому антибиотики у матки плохо работают. Ну, разве что за исключением тетрациклина. Хотя скажу, что многие ветеринарные врачи практикуют внутриматочное введение самых обычных антибиотиков. Берут антибиотики, которые есть в хозяйстве, смешивают их с чимерицей и вводят внутриматочно. Во многих случаях это помогает, но это очень нехорошая практика. На этом остановлюсь позже. Также следует помнить, что если беспредельно увеличить концентрацию антибиотика, то снижается действие иммунной системы, так как антибиотики являются иммуносупрессорами. При проведении внутриматочного лечения мы нагружаем иммунную систему, а нам необходимо, чтобы она полноценно работала. Поэтому одним из решений и есть системное лечение. Получается такая картина, что мы находимся в постоянном поиске все новых и новых антибиотиков, к которым нет резистентности. Есть даже такая условная классификация антибиотиков на сильные и на слабые. Официально такой классификации нет.
Эта классификация как бы делит антибиотики на две группы. На те антибиотики, к которым, возможно, уже есть какая-то резистентность, как правило, это антибиотики более раннего поколения, и на те, к которым, по идее, еще нет резистентности, и вероятность их успешного применения намного выше. В эту группу относят антибиотики последних поколений. При применении антибиотиков сначала надо проверить их на чувствительность к микрофлоре. Так пишет инструкция. Но на практике это выглядит так, что под рукой, то и колем. И после неуспешного курса лечения антибиотиком первых поколений начинают применять антибиотики последних поколений. А если и это не помогает, то тогда уже проводят определение чувствительности микрофлоры, что в идеале надо делать с самого начала. Это основное правило применения антибиотиков, и так написано в инструкции. На многих фермах уже есть резистентность даже к антибиотикам 4-го поколения из-за их бессистемного применения. Хочу обратить ваше внимание, что на Западе антибиотиками первого выбора до сих пор есть антибиотики пенициллинового ряда, плюс применение антибиотиков на основе тетрациклина. Представляете, вот что значит правильный подход к решению проблем. Классическая схема лечения метрита включает в себя применение антибиотика парентерально. Если есть температура, то вводятся нестероидные противовоспалительные средства. Препараты хорошие, но желательно более 3 раз их не вводить, так как они сильно подавляют иммунитет. Выбор антибиотика зависит от вашего решения. Самое главное, чтобы микрофлора была чувствительна к нему. Наименований препаратов десятки, вопрос не в наименовании. Самое главное, чтобы при введении антибиотика достигалась эффективная концентрация во всех слоях матки, и чтобы был минимальный период каренции молока. Ну и понятно, чтобы это было оправдано с экономической точки зрения. В последнее время широко начали применять препараты на основе цифтиофура. Это уже самое последнее поколение антибиотиков на сегодняшний день. Препараты с этим действующим веществом наиболее привлекательны при лечении острых метритов. Потому что кроме высокой эффективности, эти препараты имеют нулевую каренцию по молоку. То есть молоко при применении препаратов данной группы можно использовать без ограничений. Что касается нестероидных противовоспалительных препаратов, их, кстати, тоже очень много. Это и метакам, и мелоксикам, и флуниксин. Препаратов этой группы тоже реально много, поэтому нет смысла все их перечислять. Эти препараты тоже хорошо себя зарекомендовали в сочетании с антибиотиками, но применять их надо только в случае острой необходимости, так как у них большая каренция и по молоку, и по мясу. Также эти препараты нельзя применять вместе с сульфаниламидами и диуретиками. Для того, чтобы матка быстрее приходила в норму, применяют утеротонические препараты, которые усиливают тонус и сокращение матки и способствуют эвакуации эксудата. Неотъемлемой частью терапии метритов является и витаминотерапия, а также инъекции глюкозы с лористым кальцием. Введение глюкозы 40% с лористым кальцием – это святое, это классика, не забывайте об этом. Итак, резюмируем, что успешная схема лечения метритов включает в себя системное применение антибиотиков, противовоспалительных средств, утеротонических, гормональных, а также обеспечение организма коровы витаминами, минералами и энергией. А вообще, самое главное при лечении метритов – это вовремя его диагностировать, чтобы вовремя начать его лечить, иначе можно упустить момент, и тогда метрит перейдет в хроническую форму. Лечение хронической формы эндометритов растягивается на более длительный срок, а значит увеличится время сервис-периода и успешного осеменения. К сожалению, в 80% случаях лечить приходится уже хроническую стадию метритов. Также хронический метрит влечет за собой и массу других проблем, о которых я расскажу в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!